Всем привет! Сегодня вот у нас на обзоре такая мышка. Это Ravmsa H01S. Эту мышку мне предоставила компания напрямую, но на мой обзор это никак не повлияет. Так, давайте к распаковке. Поставлялась она вот в такой коробочке. Коробочка была просто в пупырке. Но ничего вроде не побилось, ну и сама коробочка была в клеенке. Так, распакуем. Так. Вот, собственно, мышка. Так, а здесь что у нас? Здесь у нас, картонку уберем вместе с коробкой. Тут в коробке еще инструкция. Так, вот тут донгл, кабель без оплетки. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Такой тонкий кабель, просто прорезиненный, не брендированный, никаких ферритовых колец. То есть обычный кабель. Ресивер. Сейчас посмотрю с моим ресивером, который я покупал в Китае. Сравним. Тут ресивер покомпактнее. Я думаю, что получше. Так, все, вернем обратно его. Так, дальше смотрим здесь. Глайды черные, включение-выключение, переключение DPI, и Bluetooth, то есть отдельно включение-выключение и переключение Bluetooth или... Так, где у нас тут? Тут у нас... Так, давайте включим. Подключим. Сразу напрямую. Компьютеру. Так, переключение DPI. Так, DPI переключается. Так, что тут у нас по корпусу? Ничто не скрипит, не продавливается. Слушайте, очень приятные клики. При travel, post travel. Сейчас я выключу. Travel отсутствует. Post travel. Post travel есть. Слушайте, очень приятные клики. Очень. Боковые. Очень прикольно. Вот как звучат клавиши. Колесико. Слушайте, очень тихо, очень классно. Так, сейчас по характеристикам. Давайте сейчас я. По характеристикам. В этой модели конкретно. Микрики Хуана, зеленая белая точка на 100 миллионов нажатий. Тут есть hot swap. Правда, знаете что, вот если есть hot swap,
но чтобы добраться до этого хотсвапа, нам надо снимать, скорее всего, глайды. Ну, то есть это такое себе. Вот. По программному обеспечению сейчас посмотрим, что тут. Ну и глайды сниму. Пленку. Пленочку сняли. Сейчас посмотрю. Ну, в принципе, знаете, можно играть и с этими глайдами. Ну, правда, на ковре, конечно. Aqua Control 2. Так. Так. Вот по характеристикам. Тут стоит 3395. А вот PAN 1080. Ну, то есть это насчет чипа я как бы не знаю. Ну, вроде посмотрим. Вес 60 грамм. Ну и тут Хуана стоит на 100 миллионов нажатий. И есть хотсвап. Ну, то есть батарея 600 махов. Ну и 118. 57. Ну, там 61 на 38. Программное обеспечение. Программное обеспечение. Так, по L-Shapes. По L-Shapes. Вот. Это не что иное, как Viper Mini. Ну, еще можно BeastX. Ну, я как бы... Ладно, BeastX пускай закроем. То есть это копия Viper Mini, но с нюансом. Здесь, видите, где сенсор? Сенсор на сантиметр выше. То есть смещен от центра выше. Не знаю, как это повлияет на саму мышку. Мышка весит 60 грамм против 61 от Viper. Ну, я считаю, что не столь это важно. Так, по программному обеспечению. Заходим в RAM Hub. Ну, тут вообще прикольно. Тут прикольно, что именно можно захотите в RAM инструменты. То есть это подключение там к таким улучшенным, скажем так, характеристикам, чем стандарт. Так, переключаемый свет можно выключить. Ну, то есть тут, кстати, вот насчет программного обеспечения, ну, блин, мне очень понравилось. Хоть много там такого наляпистого всего, я сейчас вам покажу почему. Так, DPI, ну, перевод это такой как бы, DPI, короче. У нас 800, 400. Можно отключать, то есть редактировать, если сделанный. Так. Добавить. А если убавить? Убавить, наверное, нельзя. Ну, по крайней мере, я что-то не вижу. Редактировать. Понятно. Так, скорость опроса 1000 максимально. Свет. Петля. Настур. И уровни DPI. Короче, петля это он просто будет всеми цветами радуги. Настурт это что такое? Это просто синим будет гореть. Да, это просто какой цвет хотите. Ну, я уровни DPI. Дальше. Режим производительности есть. Офис, низкое электропотребление, высокая производительность и легкая атлетика какая-то плюс. Но легкая атлетика это competitive плюс. Частота опроса 1000 позволяет достичь наилучшей производительности среди конкурентов, но также приведет к самому высокому энергопотреблению. Вот. То есть киберспортивный режим Pro плюс мега супер, короче.
Высота, на которой мышь перестает реагировать при поднятии, есть только низкий и высокий. То есть, если в других мышках это там 0,7, можно там 0,8, 0,9, там 1, то здесь просто низкий и высокий. То есть без всякого. Так, предыдущий, следующий, это устраняет мерцание указателя во время движения мыши, контроль пульсации, синхронизация движения. Было включено, я выключаю. То есть это... Так, потом беспроводной турбо. Есть, короче, режимы. Лучше подходит для приемника, находящегося вдали от маршрутизатора. Потом второе, лучше подходит для сред большим количеством беспроводных устройств. Потом лучше подходит для приемников, расположенных рядом с маршрутом. Ну, короче, авто. То есть он там как-то автоматически будет выбирать это все. Так, дальше. Если мышь без управления находится в течение указанного времени, то есть 1 минута на сон. Наклон угла даже есть. То есть это вот все вот это вот. Ну и задержка. Смотрите, если вы просто в стандарте, задержка 1 миллисекунда. Если переходите вот равные инструменты, то задержку можно убрать на 0. И отпуск на 0. Ну, то есть это... Не знаю, что второе. Ну, типа, это как в магнитных свечах, знаете, типа нажатие и когда отпускаете кнопку. То есть, ну, я сделал так, посмотрю, поюзаю. Но программное обеспечение мне очень понравилось. Ну, прикольно. То есть, такое много-много всяких фишечек. Так, ну, давайте посмотрим на что мы посмотрим? На керцы. Нет, давайте не на это, посмотрим на это. Ну, тут 1000 Гц как бы без проблем. Вот, поэтому... Ну, вот Hot Swap я бы еще, конечно, посмотрел бы на Hot Swap. Интересно. Так, поверхность. По поверхности. Прикольная поверхность. Цепкая. Ой. О. Ну, в моих руках, конечно. Так, смотрите. У меня ладонь 20 сантиметров. Это мышка. Так, это мышка. Ну, в принципе, подойдет. Как бы я бы не сказал бы, что даже при 118 не сказал бы, что как-то даже агрессивный какой-то коготь. То есть, все так прикольно. Ну, единственное, конечно, что мне как бы не нравится, это сенсор выше. Ну вот если так посмотреть, его может немного ниже опустить. А так, но клики это просто что-то с чем-то. То есть оно такое. То есть очень приятные клики. Очень. То есть, если даже, ну, Хуана, Green, White Dot, даже если посмотреть с оптикой. Ну, приятно. Удобно. Вот, поэтому, ну, не знаю, как бы менять или не менять глайды. Ну, глайды такие, блин, массивные, конечно. Посмотрим.
Посмотрим, что она себе покажет в игре. Вот. Поэтому кому надо недорогая мышка, без всяких наворотов, то есть с таким проводом. Ну, я не скажу, что это провод плохой. Что дубовый паракордовый, что вот этот вот прорезиненный, все равно вы не будете ни с одним, ни вторым играть. Даже я вам скажу, что может быть с этим даже играть будет удобнее, чем с тем дубовым паракордовым. Вот. Вот. Поэтому, кому залетала Razer Viper Mini, можете смело брать. Может быть, не такую версию. Все-таки я выбрал, наверное, какой-нибудь Pro. Ну, не ультра, а Pro именно. Hot Swap, ну, я не знаю. Может быть, если много лайков будет, то я ее разберу. Посмотрю, что там за Hot Swap. Ну, там Hot Swap такой прикольный, как бы говорили, что не просто там закручивается, выкручивается, там клипсы. То есть отщелкивается, то есть она как бы в таком стаканчике лежит. И защелкивается следующий микрик. Может быть, поставлю какие-нибудь, у меня есть каилы. Вот. Поэтому, ну, мышка прикольная, такая монолитная. Ну, 60 грамм весит. И это самая простецкая, получается, по комплектации. Но посмотрим. Поэтому спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Может быть, что-то забыл. Пока-пока.